Припоминаю, что несколько лет назад я довольно-таки сильно удивился, когда увидел на прилавке вот этот диск. Мне было крайне сложно представить геймплей Sims на геймпаде. А теперь представьте, насколько сильно я офигел, когда узнал, что игры серии The Sims также выходили на PSP, на Nintendo DS, на Game Boy и даже на чертову Java. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Всем привет, меня зовут Эйжен, и я уже однажды говорил, что мне нравятся игры серии The Sims. Именно поэтому мне интересно, каким же образом могли портировать такой геймплей на портативные консоли. Да, сейчас есть какой-нибудь Sims Free на телефонах, но это немного другое. Здесь сенсорный экран, а на портативных консолях кнопки. Так что мы сегодня не будем затрагивать версии на телефоны, не считая Java версии. Давайте уже начнем. И первым мы посмотрим Sims 2 на PSP. Тут я особо разглагольствовать не буду, ведь у Стинта есть отдельный ролик про эту игру, и как по мне, он довольно-таки годненький. Но если вкратце, разработчики понимали, что игру уровня Sims 2 PSP банально не потянет, да и играть будет особо неудобно. Поэтому они решили сделать полу-РПГшную сюжетную бродилку, где вы создаете своего персонажа и проходите сюжет. Возможно, это странно прозвучит, но в принципе мне нравится идея сюжетного Симса. Не поймите меня неправильно, я, как и все, в Sims прежде всего люблю свободу действия. Но мне кажется, что свобода действия, определенной какой-нибудь целью, определенный сюжетный конвой было бы неплохо в рамках отдельных игр. То есть отдельную серию Sims, где был бы определенный сюжет. И по всей видимости я не единственный такой, ибо по Sims вышло несколько игр с сюжетом. Что касается самой игры, то она представляет собой очень странный квест от третьего лица, где вам надо постоянно разговаривать с персонажами, выбирая разные варианты ответа. Правда, не всегда. Есть куча моментов, где у вас всего один вариант ответа. Сюжет смехотворный, диалоги писал 7-летний, но я все же считаю, что это неплохая игра. Графика хорошая для PSP, да и в игре попадаются интересные моменты. Мне понравилось, что мы здесь встречаем Беллу Год, секрет которой мне в Sims 2 никогда не давал покоя. Среднячковая игра, но это не единственный порт Sims 2 на портативной консоли. Также игра выходила на Game Boy Advance. Чтобы вы понимали, вот какие игры в основном выходили на Game Boy Advance. И как вы портируете вот это на платформу, что тянет подобные игры? Наверное, вот так. Да, это русская версия, она как-то слишком упивается этим фактом. И не знаю почему, может быть так в игре, или эмулятор так все тянет. Но музыка в игре звучит подобным образом. Да, такое себе. Создаем персонажа в очень уж ограниченном редакторе, и игра начинается с какого-то продюсера, который вам предлагает делать супер шоу. Он очень эмоционально это говорит. Я так понимаю, эта игра никаким боком не относится к Sims. А лишь берет немного концепции и все переворачивает. Сюжет в том, что это огромное реалити-шоу, и никто кроме вас об этом не знает. Этот чувак продюсер или режиссер, ну короче, он не может светиться, но будет вам помогать. Эта игра нам тоже предлагает сюжетное прохождение, но если же порт на PSP представлял собой дополнение к вселенной Sims, то эта версия никак с ней не стыкуется. Причем это же не какой-нибудь Sims реалити-шоу или еще как-нибудь. Нет! Это Sims 2! Почему? Ладно, я задаюсь вопросом, как будто не знаю ответа. Естественно, ради денег. Но это так бессмысленно. Ладно, приступим к игре. Мы выходим из какого-то убежища. Может, это планировалось как порт Fallout? А что, у этих серий довольно-таки много общего. Они обе начинали как изометрические игры на ПК, и четвертой части обеих серий недолюбливают их фанаты. Ладно, оставив теории кому-нибудь другому, мы вышли из этого убежища. Короче, в нашем доме почти нету мебели, и нас отправили купить ее. Попутно мы встретили человека, чей внешний вид нам отчетливо говорит: «Беги, с ним лучше даже не разговаривать!» Но игра нас буквально заставляет с ним подружиться. Мы доходим до магазина мебели, где мы снова встречаем личность, которую полюбак ищет местная полиция. И покупаем мебель. Конечно, немного необычно, что покупать мебель надо в магазинах, ведь во всех стационарных версиях она покупается на самом участке. А реализм, скажете? Ну да, я прям таки вижу реализм в том, что он покупает мебель и по всей видимости ложит себе в карман. Нам приспичило в туалет, и мы направились домой. Что это? Режиссер или продюсер, хз, короче, говорит, что это актер. А, ну понятно, хоть в SimCity существуют пришельцы, это было бы как-то странно. Что он делает? Это актер? Актер? Видимо, он работает по системе Станиславского, чтобы играть пришельца, надо быть пришельцем. И самое забавное, я еще немного поиграл, и игра зависла.
Даже эмулятор не хочет нормально запускать эту игру. На самом деле я даже рад, потому что я не хотел играть больше в это. Версия на Game Boy банально скучная. Но Sims 2 также выходил на Nintendo DS. Игра начинается с лаконичной заставки, ведь когда говорят о Симсе, я представляю себе муху, летающую вокруг неизвестных мне персонажей. Стоп, это же тот чувак! То есть подобным они соединили две версии игры на двух портативных консолях от Nintendo. И да, привыкайте, именно так выглядят игры на DS. Потому что у самой консоли два экрана. Причем на нижнем можно нажимать с помощью стилуса. Начнем игру и очередной не самый обширный редактор персонажа. Не говорите мне, что именно с этим звуком будет начинаться каждый диалог. Тут также идет сюжет, я бы вам его пересказал, но только мой перфект зарубежный не позволяет мне до конца понять, о чем они вообще здесь говорят. Но не думаю, что сюжет особо замысловатый. После того, как вы поговорили с дедулей, вам надо направиться в отель. Там поговорить с вот этим человеком. Спуститься вниз и запустить двигатель или что это. Поднимаемся наверх, там встречаем еще людей. Так, я понимаю, что каждый диалог начинается с «эхей». Но девушка как-то переборщила. Вы только представьте, как шла запись. Окей, начинаем запись. Сначала озвучиваем деда из начала игры. Неплохо. Теперь нужно чувака из отеля. Превосходно. Теперь нам нужно озвучить женщину. Девушка, может быть, мы повторим? Девушка, вы же понимаете, что у нас игра для всей семьи? Нам могут вписать рейтинг из-за вас. Вы понимаете, косячите вы, а влетит-то мне. Все, ладно, насрать. Я же мог озвучивать мультики Диснея. Так продолжается дальше. То про пылесосить, то найти какого-то чувака и так далее. И снова я не понимаю, почему это должен быть Симсом. Меня особенно забавляет тот факт, что внизу экрана постоянно показывается логотип. Ну, чтобы вы не забыли, что играете в чертов Sims 2. Так что переходим к последней версии Sims 2 на Java. И она странная, но единственная, которая попыталась воссоздать геймплей Sims 2. Да, это больше похоже на первый Sims, но хорошую игру они сделать так и не смогли. Все очень медленно и ограничено. Особенно поначалу, потому что идет обучение. К нам приходят соседи, а точнее один сосед. Обычно их по трое, ну ладно. И тут нас учат системе взаимодействия симов. Да, выглядит так себе, но хоть что-то. И раз уж тут только он, то будем идти до конца. А что нам, анимешникам? Справа, кстати, показывается, как меняется отношение персонажа к вам. И это как-то забавно. Но я случайно прогнал его и понял, что за дверью все это время стояла соседка. Она все это время стояла за дверью? Интересно, как это выглядело? Кажется, я слышал, как два парня обнимаются. На улицу, по всей видимости, выйти нельзя. А возможно и можно, но кто станет в это играть? Безумно скучная игра. Я понимаю, что игры на телефоне тогда все еще удивляли, но эта игра даже тогда была отстоем. Раз уж мы рассматриваем версии на Java, то не будем уходить далеко от кассы и посмотрим на Sims 3 на Java. И я напоминаю, что Sims 3 вышла в 2009 году. Просто помните, этой игре еще нет даже 10 лет. Ох, да чего же хороший саундтрек. Как они могли его так запороть? Он звучит замедленно, но при этом моментами он скачет. Ну ладно, не ради же музыки мы играем. Как и везде, нас встречает редактор персонажа. Мне кажется, я давали лицензию только при одном условии, что там будет редактор персонажа, а остальное не обязательно. Мне особенно здесь нравится, что мы должны редактировать лицо персонажа, не видя этого лица. Но в любом случае дальше все как-то пошло не так. Возможно, причина в эмуляторе, но я просто не смог пройти дальше. Игра что-то просит того, чего я не могу сделать. Так что посмотрим на DS-версию. Они воссоздали начало Sims 3, но без вступительного ролика. Начинаем, нас встречает туториал, объясняющий основы управления. И тут интересный момент. Дело в том, что в большинстве игр на DS основным экраном является верхний, но здесь не так. Здесь основным экраном является нижний. Вы спросите, какой в этом смысл? Как я и говорил, на нижний экран можно нажимать с помощью стилуса. Из-за чего геймплей сейчас наиболее приближен к тому, что мы видим на телефонах. Проходя туториал, мы можем приступить к самой игре. Сначала создаем персонажа. Тут, конечно, выбора все еще маловато, но снова интересный момент для таких задротов, как я. Возможно, здесь впервые появилась возможность менять лицо персонажа нажатием.
за несколько лет до Sims 4. Когда мы заканчиваем создание персонажа, тут, кстати, его характер с целью можно выбрать. Теперь можно приступить к геймплею и... Ну, на самом деле, это просто в край урезанный Sims 3. Очень медленно и скучно. Все так же можно общаться, жрать, спать и так далее. Но все настолько вымучено. Вот что бывает, когда вы пытаетесь воссоздать сложный геймплей на простой консоли. Это банально не срабатывает. Также есть версия на 3DS, которую я не могу поиграть. Эмулятор отказывается ее запускать. И поскольку я не могу поиграть в нее, я не могу ничего о ней говорить. Но судя по всему по скринам и тому, в принципе, что я видел, то это, скорее всего, просто немного улучшенная версия вот этой. Это было сложно. Теперь я представляю, как Чако с его игромылом, где он проходит гораздо большее количество игр, и хотя бы большинство из них проходит. Единственная версия, которую я прошел, это версия на PSP, потому что я считаю ее лучшей. Она в меру самобытная, но при этом она дополняет основную серию. И банально в нее было интересно играть. Посмотрев на все эти игры, я в очередной раз понял, что я, в принципе, насрать на свои франшизы. Главное срубить на них бабла. А какая у них репутация, а соответствуют ли игры друг другу, им не важно. Надеюсь, вам хоть частично было так интересно, как мне, и вы поделитесь этим роликом с друзьями, иначе моя статистика окончательно уйдет в минус. Подписывайтесь на канал, пока.